Всем привет! Вы на канале IT-Моделист, и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня на обзоре новинка от фирмы Звезда. Самосвал КамАЗ 65115 в 35 масштабе. Не буду обманывать, сказав, что модель не ждали. Ждали, еще как ждали. И наконец-то модель вышла в свет и уже доступна в нашем интернет-магазине «Я Моделист». Стоимость набора 3190 рублей. Дорого? Может и дорого. Но сейчас у нас действует чудеснейшее предложение. При покупке данной модели в нашем интернет-магазине вы совершенно бесплатно и гарантированно получите к ней еще и полный набор фототравления фирмы Микродизайн. Обзор на него я сделаю в этом ролике после самого набора, так что не выключайте и смотрите. И набор окрасочных масок фирмы SX Art. А еще скидку 30% на любые дополнения к этой модели. И скидку 15% на любой товар из магазина на следующий заказ. Заманчиво? Ну, думаю, что да. Количество деталей в наборе большое, это правда. 426 штук. Длина собранной модели будет составлять 20 сантиметров. Также на обратной стороне коробки вы можете почитать информацию о прототипе самосвала, причем на двух языках – русском и английском. Ну и посмотреть фотографии собранной модели. А внутри коробки нас ждут резиновые покрышки колес, два пакета с литниками, схема окраски модели и нанесения декалей, инструкция, литник с прозрачными деталями, декаль и пленка, которая имитирует зеркала заднего вида. В наборе всего 5 литников и все большого размера. Литники не повторяются. 2 литника оранжевого цвета и 3 черного. Первый перед вами. Здесь живет кабина машины. По обычному сценарию фирмы Звезда кабина выполнена полностью в разобранном виде. Литье отменное, все сделано четко. Утяжен я не заметил, на первый мой взгляд. Следы толкателей на невидимых частях модели. Передняя часть кабины КамАЗа, где размещены фары. Стекла, естественно, есть на литнике с прозрачными деталями. А вот отражатели фар нужно будет изобретать самим. Но это совсем не сложно, например, с помощью маркера от Молотова или от какого-нибудь другого производителя. Двери сделаны прекрасно, детализированы. Есть ручки открывания, есть крепление под зеркала заднего вида. Сюда еще вешается табличка с цифрами 65115, которая дана декалями. Обшивка дверей, что очень грамотно, сделана отдельной деталью, удобно будет красить. В данную деталь вклеивается лобовое стекло. Деталь данную можно доработать. И так неплохо доработать с помощью фототравления, которое мы предлагаем в подарок к модели. Пол кабины. Есть, как я понимаю, даже имитация резиновых ковриков. Хорошо сделана крыша кабины. Есть люк. Сама крышка люка сделана отдельной деталью. Второй.
И последний оранжевый литник. Здесь дан кузов-бункер. Деталей немного, конечно, но собрать его будет интересно. Вообще, гражданской строительной техники в 35 масштабе очень мало. Вот прям очень. Основной масштаб для таких моделей однозначно 43. А здесь 35. Я думаю, что повозиться будет достаточно интересно. И даже не то, что интересно собрать его, а покрасить и придать ему подобающий строительной технике вид. Вот это интересно. В фототравленном наборе есть очень большое количество деталей именно для него, для кузова бункера. Так что при желании можно его сделать таким, что и не отличишь от настоящего. Первый из 3 литников черного цвета. Здесь много чего есть интересного. И двигатель, детали интерьера салона, радиатор, внутренняя обшивка дверей, дворники. Зеркала заднего вида сделаны очень правдоподобно. В наборе есть и пленка, которая будет имитировать само зеркало, что очень удобно. Опять же, можно воспользоваться и хромовым маркером. 3 щетки стеклоочистителя, но их желательно заменить на более тонкие, фототравленные. В наборе микродизайна они есть. Руль довольно неплох. Ну, руль, как и должен быть руль. Верхняя часть приборной панели. Она собирается из 2 частей. Сиденье водителя и пассажирское. Сделаны вроде неплохо, но только ремней безопасности я в наборе не заметил. Но в фототравлении они есть, и причем уже крашеные. А вот и приборная панель. Кнопочки, фигопочки, все отлично. Циферблаты приборов есть в декалях от набора. Но есть и фототравленные, что на 1000% лучше. Правда, всю эту красоту на пластике нужно будет удалять, но вид будет просто чумовой. Вот вам рассказываю, а у самого слюнки текут прям. Двигатель, он здесь есть, и его много. Ну, полная детализация. Радиатор сделан неплохо, но решетки менять на травленые надо. Ну надо, обязательно надо. А вентилятор хороший. Также и решили ребята из микродизайн, не дав его в металле. Следующий литник. Детали ходовой части, диски колес, брызговики. Ну, это из основного. Напомню, что модель сделана с полной детализацией. Двигатель, ходовая часть, все как надо. Соберете модель, станете механиком. Самосвал имеет 3 моста и 10 колес. Ну, без запасного колеса. Диски неплохие. Хорошо проработаны болты. 10 штук на каждое колесо. Брызговики с логотипом КАМАЗ. Не сказал в начале видео, что модель выпущена по лицензии завода, поэтому есть и логотипы. И заключительный литник, исключая прозрачный. На нем детали рамы, снова диски колес, бензобак, гидроцилиндр подъема кузова. Рессоры. Каждая собирается из 2 частей. Прекрасно имитированные пластины.
Бензобак на 350 литров горючего. Сделан двумя частями. Рама выполнена полностью в разобранном виде. Но бояться этого не стоит. Соберется великолепно. Мы это проверили на последних моделях фирмы «Звезда». Гидроцилиндр подъема кузова выполнен в одну деталь и выполнен великолепно. Литник с прозрачными деталями, лобовое стекло, боковые и задние, стекла фар и фонарей. Детали без искажений и без разводов. Покрышки колес резиновые. Их раз, два, три, четыре, 11 штук. Вот они мне не понравились. Хотя есть надписи на бортах Кама, но есть и технологические следы, которые придется убирать. Для резины это, конечно, не самое худшее. Но покрышки или колеса из полимера или смолы гораздо лучше. Ну, хотя и стоит дополнительных денег. Протектор хороший. Шва посередине нет. Пленка, имитирующая зеркала. Вещь хорошая и нужная. Особенно, когда она уже есть в стандартном наборе. Декаль на один вариант окраски модели. Есть циферблаты приборов, хотя и невнятные, но у нас же есть травление, а еще есть 3D декаль, так что это не проблема. Номерные знаки с номером 65115, ну так себе на мой взгляд. Есть логотип КАМАЗ, есть надписи КАМАЗ белого и черного цветов. Инструкция черно-белая, сделана в виде книжки. Два варианта сборки предлагает производитель с опущенным и поднятым кузовом. Содержимое набора. Ну а дальше сборка. Шаги сборки очень подробные и припечатанные хорошо. Схема окраски и нанесения декалей цветная. Номера красок, которые нужны для окраски, даны под фирмы «Звезда» и «Тамия». На этой странице вид самосвала спереди и сзади. А на обратный вид сбоку. И по модели на этом все. Перехожу к подаркам и дополнениям. Подарок номер 1. Полный набор фототравления фирмы Microdizine. Аж 4 платы. Одна из них цветная, 3 неокрашенные. Есть цветная инструкция по установке данных деталей на модель. Где и что из пластика нужно убрать, что и куда из металла добавить. Плата номер 1 цветная, и она заявлена производителем не как фототравление, а как 3D декаль на металлической основе. Объем и правда хорошо виден. Отлично проработанная приборная панель, она глянцевая. Есть всякие интересные приколюшки в виде вымпелов на лобовуху
И такие занавески, что ли. Ну, в Советском Союзе были модные, сам помню. Есть название КамАЗ. Логотип КамАЗ. Есть ремни безопасности, которые отсутствуют в стандартной комплектации набора. Вторая плата, уже не окрашенная. Также есть надписи и логотип КамАЗа. Брызговики. Естественно, что здесь они более тонкие и, соответственно, более копийные, чем из пластика. Стеклоочистители. Ну и большое количество деталей на кузов машины и на кабину самосвала. И две небольшие платы с решетками. Данный набор также есть отдельно в продаже, кому не нужна сама модель. Его стоимость 850 рублей. Ссылку на него в магазин оставлю в описании к видео. Подарок номер 2. Набор окрасочных масок фирмы SX Art. Данный набор облегчит вам работу, а самое главное окраску прозрачных деталей машины. Как дополнение хочу порекомендовать вам и новый набор фототравления фирмы Микродизайн «Дорожные знаки». Они великолепны. Все самые нужные и интересные из них здесь. Прекрасно пойдут на диораму. Есть также и крепление знаков на столбы. Стоимость набора 625 рублей. Но при покупке модели КамАЗа вы получите 30% скидку на него и на другие дополнения. Сами знаки имеют и линии изгиба, ну как у настоящих. И что немаловажно, знаки есть и в других масштабах. 43 и 72. Далее пойдут наборы из полимерного материала. И первый из них под артиклом IM35090. Это набор высокодетализированных колес Кама. Набор включает 10 колес с дисками, плюс запасное колесо, плюс болты и плюс ступицы. Плата с болтами. Ну, прям все как по жизни. Колесо сделано одной деталью с диском. Отлично читаются надписи на бортах. Прекрасный протектор. Колеса сделаны без имитации нагрузки. Ступицы пока показать не могу, сейчас изготавливаются. Стоимость данного набора с учетом скидки 1309 рублей. Ну прям ням-ням. Набор под артиклом IM35089. Назвали мы его «Стройка». И здесь у нас спрятались. Две лопаты, штыковая и совковая. Бензопила. Болгарка. Молот. Два палета. Строительные каски. Стоимость с учетом скидки 693 рубля. Набор под артиклом АМ35086. Называется сварка.
В набор входит тележка, газосварочное оборудование, сварочный аппарат, щиток, электрод, 2 баллона. Стоимость с учетом скидки 616 рублей. Декаль также есть в комплекте. Набор АМ-35087. Называется инструмент. Ящик с инструментами, разводной ключ, болторез, горелка. Цена набора 280 рублей. И набор под артикулом АМ-35088. Канистры, противогазы, дорожный знак, ящичек и ведро. Цена набора 224 рубля. Показал я вам совсем не полный список. Показал то, что сейчас уже есть в наличии на нашем складе, а дальше будет больше. Ссылку на полный ассортимент по этой модели приложу к описанию к видео и в комментарии положу. Приобрести все это добро вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. Предложение будет действовать еще в течение где-то 10 дней, так что не пропустите. А на этом все. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.